Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Здравствуйте. Добрый день. Так, у вас правильно два адреса, не ошибочно? Да, все верно. Пристегнетесь? Без проблем. Че, как? Заказов хватает? Хватает на что? Ну, работать. На жизнь, на бриллианты, на что? Ну, на хлеб с маслом. Ну, на хлеб с маслом, конечно. Я же не выгляжу как Кощей Бессмертный, ну, надеюсь. Да, поэтому видно, что хлеб с маслом употребляю. Как звать? Хотя, Я джедай. Такой же, каким был мой отец. если честно, меня Евгений. Олег. И что, говоришь, если честно, что? Так, если честно, что? Ну что, ты не Кощей и хлеб с маслом? Если честно, я не ем ни хлеб, ни масло. Ну, да? просто это такая, как бы, проходите. Это такая, это самая, ну, поговорка на хлеб с маслом, но я ни хлеб, ни масло. Господи, что же у вас пенсионеров сегодня высыпало? Ну да. Ясно. Ну, я тоже как-то работал, прошел через это. Я думаю, ну, наверное... Через что? Через такси. Мне кажется, ну, почти все, наверное, проходили через это, потому что, ну... Ну, есть такое, да. Многие, скажем. Да, потому что, как бы, сначала что делать, если там приехал, не знаешь еще что, кого, куда податься по образованию, там, не устроиться, еще что-то. Тоже работал в такси в свое время, но понял, что такая лажа. Ты постоянно весь день за этим рулем, постоянно по городу мотаешься. А самая жопа, это на моем стоят. Я пристегнут. Ну, да поэтому и сказал, пристегнитесь. Потому что они сейчас везде стоят. А почему? Потому что форум в городе. Да. Вот. Почему я говорил? Почему, кстати, вот меня вот такси убило, это жестко, это вообще самая вот жопа была, это невменяемые, просто вот такие вот тетечки, девочки всякие, пьяные особенно, это вообще жопа. Я вообще не мог. Это как в той шутке, пьяную женщину легче довести до оргазма, чем до дома, да? Да. И я вот, тоже, таксовал я где-то около года, я понял, что нет, это вот, во-первых, не заработать нормально ничего, это надо постоянно за рулем быть, постоянно нервы, дороже. Ну, работа такая, да. Нет, вот чтобы нормально зарабатывать, да, чтобы вот нормально вот существовать, чтобы ты мог себе что-то позволить, это надо думать головой. Да? Конечно. А у вас получается сейчас? Да, естественно. Я в данный момент, я ушел с такси, я понял, что это не мое, начал как бы посещать всякие там лекции, все, и в данный момент я являюсь сейчас директором 4 корпораций. Ты в курсе, чем занимается наша компания? Семенов, не подсказывай. Да я уже и не помню. Из них 2 в Европе с недвижимостью. Когда эти упали, вторая волна санкций, я думал, все, я загнусь, у меня, часть сектора, попадает под эти санкции, я думал, все, пипец, обанкрочусь. Что я сделал? Так, очень интересно. Да. Есть такая штука, вот она на плечах у каждого, и вот надо подумать, я, думаю, как мои конкуренты, как они вживут, почему санкции только меня касаются, я думал, все, банкрот. Я у конкурентов уточнил, узнал, как они санкции все эти обходят, я также сделал, все, я, вышел из-под этих санкций вообще в легкую. Подслушали, да. Подсмотрели. Конечно. Я просто казачка туда заслал, он якобы там на работу сразу туда-сюда, он там месяцок с ними и все, он будет смотреть, вообще милое дело. И вот благодаря вот этим всяким хитростям, задумкам, вот был такой великий русский полководец Суворов. Так. У него была фраза, которая вот я до сих пор пользуюсь везде и всегда по всей жизни. Битву выигрывает тот, кто вовремя постарается изменить
везде, в любой области жизни всегда помогает эта фраза. И как ты должен быть гибкий под этот весь мир, короче, везде подстраиваться. Что-то где-то упало, что-то поднялось, ты должен вовремя среагировать. И То есть мне нужно, вы просто рекомендуете, да, этот конечно, момент? что ты вот сейчас здесь заработаешь? Нифига не заработаешь. Я говорю, это пройденный этап, я сам на себе испытал. Ну, это вообще ни о чем. Ну просто не у всех такой гибкий ум, как у вас, и стать руководителем 4 корпораций, возможно, не всем дано просто. Может быть, я на самом деле на своем месте нахожусь, может мне вот дано работать именно в такси, а не в Я корпорации. не спорю, есть, да, у каждого. Приехали. Хорошо, сейчас я буквально на пару-тройку минут выбегу. Ну, документы давайте заберу. тогда сейчас я встану поудобнее. Вот здесь место есть. И вернусь быстренько. Давайте быстренько. Подожду вас. Все, окей. Да как же мне же ж повезло-то, что у меня сейчас такой сел матерый бизнесмен в охуенном цвете рубашки и галстуки. Да, 4 международных корпораций. Видимо, какая-то новая мода в Европе. Да. Ну, хуй знает, может, я что не понимаю. Да мне и не надо ничего понимать. Я таксист. Че, мое дело маленькое. С утра сел трезвый. Вечером вылез с геморроем в жопе. Да. Чего-то нифига не 2 минуты. Надо звонить уже, блин. Кренделю. Надо звонить Кренделю. Очень замечательно. Ну ладно, мужик, извини. Пошло ожидание мне. Сорян, братан, как говорится. О, наконец-то, блин. Все, Маша, поняла, да? Короче, давай, все, я тебе на почту скину. Сделаешь доп. Сообщение, и все, я жду, давай. Что-то не пару минут у вас получилось. Далеко. Ну, да, там, короче, этот был. Совещание, не ответить, ничего, ты звонил же, да? Ну да, вообще-то, конечно. Ну, я хотел уточнить, где вы чего, может, передумали ехать дальше. Ну, не. Просто, не ответить, ничего, совещание и там эти все. Короче, так. Маша неправильно все сделала, сейчас все переделывать, короче, вообще гемор там. Во всем виновата Маша. Все беды в мире от женщин. А, это да. Даже войны. Поэтому, как бы. Так, что мы там, на чем остановились? Так, сейчас, я, честно говоря, не помню, на чем мы остановились. Про бизнес, про это. Маша, блин, меня Про вообще... Суворова что-то вы мне тут напрягали. Да. Короче, нет, в итоге я и говорю, надо... Так. Голова для чего? Не то, чтобы просто в нее есть. Так. Надо думать масштабнее. Если ты просто позволь деньгам... Войти в твою жизнь. Да. Блин. Это- А я, главное, сижу, дверь подпер плечом. Плечо-то, слава богу, Да. крупное. Ну да, а им не прорваться. И я такой держу, говорю, деньги не входите, не время еще. И вот, я так же думал, до 40 так. лет, я так же размышлял, все, блин, и просто элементарно, они вот под ногами, просто их надо взять. Что такое? Ну, пропустим тетеньку, чтобы Мерседес повернул. У меня сейчас Так. у меня вот таких тетенек вообще Так. 5 штук. Да. 5 штук. 4 корпорации, 5 вот таких молоденьких тетенек. Да. У меня просто зависть. От 23 И лет и желудки до 32. вот такая бурление. Так, Да, отлично. вообще. Раньше я пил коньяк за 3, Так. который пах этими клопами. Так. Сейчас Хеннесси. Чисто Хеннесси. Блин, это девчонки сами лезут в карман, все, блин, там вообще они там. Позавидовать только могу. Удивительная история превращения таксистов в почти олигарха. Так, это, понимаешь, это каждый может. А, да? Конечно, просто у тебя блок в голове стоит. У меня тоже стоял такой блок.
просто вот этот блок снимается. Просто вот, ну, люди... Вообще, я где-то, опять же, на каком-то симпозиуме, по-моему, что ли, слышал, что все богатство мира принадлежит всего 5% населения. Да. Остальные 95% населения... Работают на эти 5%. Да. Так. Все, вот и надо просто постараться придумать себе и вот войти в эти 5%. Это все. Ну, это... вы Олег, да, вы сказали? Да. Молодец, Олег. Олег отважный, сильный, Олег любвеобильный, он парень очень стильный, Олег всегда онлайн. Я вот могу вам только поаплодировать и позавидовать, потому что, ну, на самом деле приятно, что у вас так все получилось. Нет, я по-хорошему завидую, не по черной зависти, я по-хорошему. Вы молодец. Так, вот смотри, у тебя какое будущее? Ты сейчас будешь калмытить, и также вот 24 часа на 7 дней в неделю, Да. и что ты заработаешь? Ты приходишь домой, у тебя там жена, наверное, дети, да? Там, Ну, есть или... такие, да. Сколько ты в день зарабатываешь? Ну, 3, там, 5, наверное, да? Ну, Там. да, где-то так. Вот. На бензин, на там эти расходники, Да. туда-сюда, да? Машина у тебя, ну, вроде свеженькая, но все равно что-то менять надо. Да. Вот. А тут Все ты- вы знаете, Олег, ничего от А вас потому не что скрыть. работал тоже Так. в этой сфере, и Ну, через это все прошел. Так. А тут ты покупаешь свое время. Так. Ты не работаешь, чтобы жить, а ты живешь, а Чтобы деньги сами. работать. Да, да. И все, и как бы. А ты, кстати, у тебя имя даже Евгений. У тебя в имени гений. М, Тебе просто надо блоки вот эти поснимать, и все будет у тебя колоссально. Хорошо. Просто надо вот от этой привычки, от этого вот выйти из зоны комфорта, еще говорят. Понял. Тебе просто вот это нравится, тебе стабильность вот это успокаивает, и все хорошо. Я сам раньше так думал. А просто надо, чтобы... Не буду заезжать туда, чтобы не выезжать. Нет, Здесь ну, остановлюсь, да, нормально будет? Да, да, дойду сам. Там. Не, ну просто чтобы там потом не сдавать же. Вон шлагбаум у вас Ну, здесь. да, да. Чтобы увидеть новые берега, Да. надо отчалить от старых. Спасибо Короче. вам большое. Спасибо за доброе слово. У вас безнал, да, все. Да, да, все знал. Ну все, счастливо тогда. Окей. Так, подожди. Чего? Не понял. А что случилось? А что это? Где? У нас была договоренность. А вы заприкройте дверку, пожалуйста, чтобы у нас не летел пух сюда. 718. И какой хер 750 сняли? Ну, у вас ожидание было. Какое ожидание? Я Ну, вышел. у вас не было почти там 20 минут ожидания накапало. Оно же, ну, я же не бесплатно жду. Если бы вы за 2 минуты вернулись, это бы бесплатно Не, было. не, А не, так подожди, была договоренность. Я как бы вот привык все, вот это все по буквам, по пунктам, как бы, да, что была договоренность, стоимость поездки 618 рублей. Так. Хорошо. Какого хера с меня сняли больше почти на 150 рублей? Ну, потому что вы вышли из машины, и я включил ожидание, потому что вас не было долгое время. Я же не бесплатно стою все эти минуты, правильно? Не, неправильно. Была договоренность с этим Яндексом или что-то? Да нет, вы смотрите, вы когда подписываете, вот скачиваете приложение Яндекс, вы подписываете эту галочку, ставите условия оферты. Там написано, там есть условие, что ожидание платное. Если вы долго отсутствуете, больше 3 минут, ожидание платное. Я вам позвонил, вы не взяли трубку, я включил платное ожидание. Вот эти разницы, это платное ожидание. Ну, то есть, это вот нормальная тема. Вы от меня что хотите в итоге? Ну, блин, давай хотя бы ты верни то, что мне его, потому что я именно... Я вернуть? Да, Вы хотите, чтобы я разницу вам вернул? конечно, потому что была договоренность на 618 рублей. Нет, я понимаю, но вы, во-первых, не со мной договаривались, а с программой. Программа работает вот в таких условиях, про которые я вам сказал. Вы что хотите за сколько там? 618 минус 780, сколько там денег получается? Мне просто, честно, не сосчитать, что-то я немножко в нервике. 132 рубля. Минус 618. 162 рубля. 162 даже. Да. Ну, видите, с калькулятором у нас лучше справляется. 162 рубля. Вы хотите, что я вам 162 рубля верну? Да. Я вам не верну их. Ну, вот сразу нет. Вот без вариантов. Вот можете что хотите делать. Ну, хорошо, я буду писать в Яндекс, куда там, какой у тебя номер машины? У вас в приложении есть и номер машины, и мое имя, все есть. Вы можете все это поднять и написать, что хотите. Ну, все, окей, короче, ладно, понятно. Удачи в бизнесе. И тебе удачи. Спасибо большое. До свидания. Это прямо...
Это прямо из сценки Comedy Club. Сигареты почем у вас? Почем сигарет? По сколько? 17 рублей? Угу. А прима почем? По 5? Дайте 2. Алло, да. Что? Вагон золота? Да, продавайте. Да, на бирже, да, продавайте. Дайте 2 сигареты прима. Такая же сука, олигархи. Видимо, все-таки я вот, опять же... Я не хочу комментировать. Я видел разное, друзья мои. Вот прям реально разное. Я видел людей с дырявыми носками, которые зарабатывают миллионы долларов. И я таких видел. Неухоженных, выглядящих как полный пиздец. Реально я не понимал. Ну, может, не миллионы долларов, но миллионы рублей. И я реально не понимал, типа, ну, почему ты как... Вот, ну, типа, в чем прикол? Вот этот вот аскетизм Илона Маска, где показывают его комнату, да, и там какой-то диван, матрас на полу валяется, но это уже перебор. Я этого вообще никогда не пойму. То есть купаться каждый день в золоте, быть Скруджем Макдаком и экономить на кусочках сахара, как в мультике. Ну, то есть вот эта скряженность, да, она присуща, видимо, в какой-то период, да, то есть пока у тебя доход какой-то средний, ты, ну, типа, кайфуешь от этого, да, что у тебя, ну, ты можешь себе позволить там отдыхать, что-то покупать, там, ты не жмотишься на чай, ничего. Но как только ты становишься прям, ну, богатым человеком, то есть, видимо, срабатывает у многих какая-то хуйня, они начинают просто быть скрягами галимыми и за копейку просто душить всех вокруг, себя, и просто, ну, какой-то кошмар. Посмотрите на этого Гаврика. Он мне всю дорогу заливал по поводу того, какой он вообще крутой владелец суперзолотых часов. И за 150 рублей, там, за сколько, надо сказать, 162, сидел, мне тут мозг вынимал, блин, душил меня, блин. Верните мне разницу, я же недолго был, блин, ну что такое, блин. Видимо, я это пойму только когда стану владельцем 4 корпораций и 5 телочек вот с такими вот... Вот с таким вот тюнингом. Но это будет, видимо, не скоро, потому что, ну, талантов, видимо, нет. Видимо, нет талантов. Были бы, я бы уже давно вырвался из этого всего и ворвался бы в лакшери жизнь. Надо на симпозиумы походить. Надо записаться на парочку. Угу. Да, мать природа, ты меня не перестаешь удивлять. Ну, я уже ничему не удивляюсь. Только вы удивляетесь. Ну, ничего. Кстати, напишите, как думаете, какой у него годовой доход? Больше миллиарда долларов? Или чуть-чуть поменьше? Судя по одежде, прям не знаю. Ну, зато золотые часы, блин. Пишите. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши.